Приветствуем вас, дорогие зрители! Не знаем, как вы, а мы решили отпраздновать такую знаменательную дату, как 20-летие культовой игры Doom. Трудно поверить, что с момента выхода игры прошло уже 20 лет. Ну а если эта дата для вас ничего не значит, поздравляем вас с Международным днем чая. Уж его-то все любят. С вами GameFlow, и мы отправляемся в ад. Даты датами, а про новинки забывать нельзя, особенно про такие, как No Man's Sky. Каждый атом процедурно. Примерно так звучит слоган игры, которую, к слову, делают всего 4 человека. Но не это ее главное отличие. Играя в эту игру, вы не поймете, насколько она удивительна, ровно до тех пор, пока не осознаете, что каждая звезда, которую вы увидите на небе, реальна, и вы можете посетить ближайшие к ней планеты. Разработчики называют свое творение первой игрой без скайбокса. Цвет неба будет зависеть от атмосферы планеты. Все, что творится над вами, творится на самом деле. Если на планете присутствует разбитый корабль, значит на нем действительно кто-то разбился. Обещанный разработчиками уровень проработки игры действительно впечатляет, но самое удивительное то, что непосредственно вручную будет сделана лишь самая малая часть. Все остальное создаст сама игра. Все, включая ваш личный космический корабль, наличие огромного космического пространства, возможность посетить любую планету в округе и даже повлиять на ее экосистему делает No Man's Sky самым амбициозным и самым ожидаемым проектом песочницы среди прочих. Поздравляем всех потенциальных бета-тестеров Steam Machines, живущих за пределами Соединенных Штатов. Вам больше не нужно ждать, когда до вас долетит заветная посылка, ибо Valve решили, что американских жителей им будет достаточно. 300 человек уже выбраны, и 13 декабря консоли от вентилей отправились в путешествие по родной стране. Интересно, появятся ли фотографии разобранной системы до Нового года? И да, начнется проверка на жадность. С недавнего момента Google запретил пользователям YouTube монетизировать видео, содержащее контент из видеоигр, если пользователь не обладает на это необходимыми правами. Относится это не только к записям геймплея, но даже к тизерам, трейлерам и рекламным роликам. Все бы ничего, но придуманная Google система не щадит никого, из-за чего некоторые безобидные пользователи просто потеряли доступ к своему видеоконтенту, что расстроило не только их, но также и разработчиков игр, что на тех видео были представлены. Впрочем, это дело поправимое, а вот как отреагируют на это некоторые известные личности, уже интереснее. Анонсирована новая часть квеста от Daedalic под названием The Whispered World. В этот раз мы вновь отправимся в Silence, мир снов, в сопровождении мальчика Ноа, который потерял свою сестренку Ренни в реальном мире. Разработчики обещают интересные загадки и красивый, полный эмоций сюжет. А зная работы Daedalic, не поверить им практически невозможно. Было ли это внезапно или ожидаемо, но 4-я часть приключений Ассасина стала самой успешной в серии. И возможно, она была бы еще лучше, не будь она связана с ассасинами и тамплиерами. Такая мысль наверняка посетила головы разработчиков, и поэтому они решили поинтересоваться у игроков, нужны ли им игры про пиратов. Также они поинтересовались, понравилась ли им экономическая система и насколько важно для них иметь возможность улучшать своего персонажа и его корабль. Конечно, компания не упустила возможности упомянуть про основную серию, спросив, хотели бы игроки увидеть приключения убийцы в современном мире. И если последнее было вполне очевидно, идея компании создать собственных корсаров таки смогла удивить. За прошедшую неделю множество игр обзавелись датой выхода. Так, 5-я часть Metal Gear Solid увидит свет 18 марта 2014 года, а первый эпизод 2-го сезона игры The Walking Dead появится в магазинах уже 17 декабря этого года. Амбициозный шутер от создателей Halo под названием Destiny выйдет 9 сентября будущего года. А перед этим разработчики проведут бета-тестирование среди владельцев приставки компании Sony. Ну а первый интересный релиз произойдет в 2015 году, ведь именно в этом году Microsoft пообещали вернуть меню. Онлайн-магазин Good Old Games радует своих пользователей гарантией возврата денег за игру. Если в течение 2 недель вам показалось, что купленная игра вам совершенно не нравится, вы можете вернуть ее без объяснения причин. Если поиграть вам мешают технические проблемы, то получить свои кровные вы сможете в течение месяца. Помимо этого, GOG вновь бесплатно раздает первые части Fallout. Отличный повод вновь прогуляться по пустоши и забыть про анонс 4-й части. Ой.
Множество интересных, красивых и технологичных проектов готовятся к выходу в грядущем 2014. Кто-то с нетерпением ждет, когда сможет сесть в собственный звездолет, кто-то хочет попытаться побороться за жизнь в заснеженном Нью-Йорке или почувствовать себя хакером в Чикаго, но иногда так хочется вновь пробежаться по космической базе на Марсе, показать королю внешнего мира свое кунг-фу или на пару с другом защитить базу от враждебной бронетехники. Поэтому если в вас вдруг заиграло чувство ностальгии, если вы соскучились по играм своего детства, запустите их вновь, и возможно они еще раз смогут вас удивить. Ну а у нас пока все, но помните, поток событий бесконечен. С вами был Теплицкий Александр. Увидимся через неделю.